Ребят, всем доброе утро, всем привет. Сегодня мы с вами на этом пазике 32053 110 турбо. Попробуем пробить, промазать, прошприцевать шкварня. Вот. Осенью я их пробивал, тогда, когда видео есть на канале, готовил я к зиме, менял масла, там фильтра. Вот, я пробивал, но с трудом, очень с трудом я пробил. Я, правда, не показывал это. Но в этом видео мы с вами попробуем все-таки пробить по-нормальному. Пролью ВДХ, прошприцуем, подведем колодки. Вот, тормоза тоже стали плохие. Попробуем все-таки сделать так, чтобы руль нормально работал. Потому что руль сейчас очень туго работает, что на Урале, что на пазе. Что-то перестало нормально работать. Ну, я думаю, первым делом надо, конечно, смазать, прошприцевать. Ну, а там будет видно. Да, поставим сюда фильтр второй. Здесь сейчас один стоит. Потому что зимой перед морозами он заводился плохо. Перед ремонтом мотора вытащили фильтра, там, потому что брызгал, там тепло давал, чтобы заводить. Сейчас, конечно, он заводится отлично. Скоро будет пыль. Поставим дополнительный фильтр. Я принесу все, что нужно. Это шприцы, это какую-нибудь подстилочку сюда, досочки. Возьмем 2 домкрата, жидкости, вот эти брызгалки. Ну и все такое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, советуйте, делитесь опытом, пишите. Погнали. Так, ребят, надел я вот шапочку, что-то холодно. 2 дня подряд дождь со снегом был. Вот сегодня просто погода такая уже нормальная, солнышко. Но завтра опять передают дожди. Так, ну что, смотрим, что я принес. 2 шприца, один мой, один здесь рабочий. Горелку на всякий пожарный, там, скорее всего, нужно будет греть. Лежанки, ВДХ, 2 домкрата, один мой. Ну, это качалка, палочка и инструмент. Вот. Да, досочки еще. Я сейчас хочу на 2 домкратах поддомкратить, чтобы колеса висели в воздухе. Щеточкой железной. Да, кстати, вот ее тоже принес. Все зачистить и очистить. Потом, все-таки, я думаю, наверное, скорее всего, придется выкрутить масленки. Открутить здесь щечки, губки. И вкрутить просто шланг. Я думаю, может быть, вот этим шприцом попробуем. И уже без зирки, без масленки сразу напрямую качать туда. Потому что вряд ли она через масленку будет проходить. Сейчас будет там помимо или еще как-нибудь. Ну, блин, фигово. Здесь еще шланг, видите, он гнется. Как бы он чуть так наискосок встает и все, и начинает помимо. Ну что, ребят, полезли под автобус. Берем щеточку пока для начала. Так, вот, домкрат один я зарядил. Второй зарядил. И что мы еще видим с вами, ребята? Видим мы повреждения. 1, 2, 3 трещина. Тоже он слезала как офигенно. Да, нужен, конечно, сход. Назвал сход. Вот. И резину другой. Ну, я мехон уже сказал, показал. Так, что мы видим? Видим мы так-то сыро. Ну, не то, что сыр, но видно, что смазка еще. Так, есть. Так, зачищаем все вот эти штучки. Вон, видите, еще вот солидол. Но, честно сказать, блин, вообще просто не по-детски. Так туго. Он, по идее, должен, ну, маневренный так по себе автобус. То есть колеса у него нормально должны поворачиваться. Но здесь, вот прям, знаете, вот буквально там, ну, оборот, наверное, руля. И все. И дальше уже прям с такой силой, прям 2 руками ты ее поворачиваешь. Перебираешь, короче, руками, чтобы повернуть. Никаких тут лентяйках, как все там приделают эти, прикручивают лентяйки. Здесь уже такого точно уже с этой лентяйкой ничего не сделаешь, не повернешь. Так, здесь мы сейчас очистили. Там сейчас очистим и будем пробовать промазывать все. И не только шкварня, и промажем, наверное. И здесь вал. Так, ну ладно, ребят, сейчас я очищу и включимся. Итак, ребят, ну что, очистил я как мог. Вот видите, как здесь неудобно. Здесь уже, видите, все пипец. И вот балочка. То есть вот. То есть я сюда еле залажу. Кто-нибудь покрупнее, побольше, то есть он сюда не залезет. Вот. А ямы здесь нет, ничего такого нет. Ну вот видим, да, очистил. Здесь трещоточка уже другая. Вот масленка. Очистил тягу. Потом, когда здесь прошприцуем, промажем, колеса выверну туда и попробую, ну, оттуда подлезть. Потому что по-другому здесь не подлезешь никак. Ну и с той стороны точно так же. Все, короче, поднимаем.
Домкратим. Все. Давайте еще. Так. Для кого? Говорю, для того, может быть, кто не знает, для чего я это делаю. Домкратить. Подомкрачиваешь оба. И уже после этого вроде как смазка лучше начинает подходить. Что здесь, что здесь. Напряжение снимается. И она вроде как начинает проще заходить. Ну еще бывает греет вот здесь. Вот я видел. Греет, чтобы, ну, она нагрелась смазкой, и она еще лучше начинает проходить. Вроде как-то так. Попробуем сначала так пошприцевать. Может быть, пойдет. Вот, дай бог. Но если не пойдет, то уже будем греть, выкручивать масленки. И так закручивать шланг без губок. И пробовать так. Так, ну ладно, давайте приступим, а то я уже что-то здесь замерз лежать. Ветер холодный. Так, ребят, как обычно, проблема. Ну, я, в принципе, так и думал, что, блин, быстро здесь, ну, не получится промазать. Во-первых, неудобняк, вообще караул. Было бы с ямой, другое дело. Лежать тут на животе, на локтях стоять, не подлезть, ничего. Так, ну вот, смотрите, с одного шланчика выкручиваю я эту вот головку. Блин, ветер сильный. Выкручиваю эту штуку. Видите, она как будто, ну да, закоксована или фиг знает, что с ней. Вкручиваю шланг сюда, и что я вижу? Вылетает нафиг шланг. То есть начинаю я шприцевать. И видите, вот, вылетел шланг. Со шланга она соскочила. И тем более вот лопнула еще даже тут. Вот так что вот. Кругом один Китай. Нифига ничего надежного нет. То есть я взял с рабочего шприца, перекрутил на свой шприц. Вот, потому что он как бы помощнее. Вот думаю им пробить. В итоге, видите, не выдержал шланг. Лопнул. Ну, сейчас возьму тот шланг. Также кручу ее сюда, выкручу там. И буду дальше пробовать выкручивать здесь. Ну ладно, что получится, включимся. Так, ребят, короче, с обоих сторон выкрутил я масленки. Все-таки я решил ВДХ пролить. Там прям, ну, блин, грязь, фигня всякая, как пластилин прям. Вообще. Позвонил механику, чтобы купили 2 шланга вот этих к шприцу. Пока он ездит, я думаю, может быть, отмочится чутка. Сейчас пока заведем, покрутим рулем. Главная задача пробить здесь шкварня вот эти. Вот, потому что руль вообще нифига не рулит. Ой, эх, и неудобно тут, караул, ребят. На яме совсем другое дело. Лежишь на земле, холодно, ветер еще дует. Меня уже, вон, слышите, насморк уже. Так, ну ладно, ждем шланг. А, да, я вам не показал же. То есть это лопнул, я взял со своего. А мой толще, видите, насколько? Тот здоровший, видите? Но здесь вот эта вот часть, куда надо вкрутить, она почему-то меньше. Здесь больше, вот эта вот резьба, а здесь меньше. И там в самом шкварне, то есть получается толстый шланг, но он туда не вкручивался. Вот он меньше. То есть нужен шланг вот такой. Даже на весу, ребят, на домкратах фигово крутится. Вот представьте, да? Вот я усилий прилагаю. Вот. Хотя он должен примерно вот так крутиться на земле без домкратов. Но сейчас вот так поразрабатываю. О, уже полегче стал. Еще ВДшкой пролью. И потом, когда шланчики привезут, все-таки попробую пробить. Так что, ну что, пойдемте еще прольем ВДшечкой. Ребят, смотрите прикол. 4-й шприц, вот этот. Блин, сходил в брикетный, взял там шприц. Там трубка, она сюда не под, ну, короче, не вкрутишь ее, нифига. Сходил к слесарям, выбрал более-менее нормальный шприц. Тоже у них, видите, замотанный вот проволокой. Здесь точно так же, вот, как вот сейчас у меня выбило вот эту штуку. Вон же шланчик валяется. Думал, нормальный, нифига, видите, как раздуло. И ни в какую, короче. Не пробиваются они, не знаю. Механа все еще нет, ну сейчас вот он приедет, может быть, привезет парочку шлангов. А если нет, я фиг знает. Уже почти весь тюбик залил туда. А нифига, толку никакого. Так, ребят, верхний шкворень кое-как пробился. Вот, смотрите, вот видите, вот вылезла. А сейчас еще качну, чтобы вы видели. Вот, полезла. Сейчас я вылезу еще рулем. Туда-сюда крутну и потом перейду туда. Блин, вот этот нижний, нифига, короче. Ну, во-первых, здесь резьба вот на этом плохая. То есть шланга я все-таки другой нашел, но резьба плохая. Вот здесь он вкрутился вверху.
Вот, вкрутился нормально, затянулся. Вот, прокачалась. А здесь не вкручивается. Или здесь сбито все-таки, или здесь все-таки она плохая. Ну, не особо так. Никак я не пробью и все. Ну ладно, пойду я наверх, покручу рулем. А потом еще качну пару разков. Вот, как-то так. Так, ребят, еще с горем пополам промазал. С другой стороны нижний шкворень. Вот, посмотрите. Вот, видите, вылезла. Вот. Шприц я сюда вот положил. Сейчас рулем не заводя, прям так покрутил. Но, честно скажу, уже стало лучше. Остается верхний сейчас. И потом вот этот нижний. Блин, он ни в какую, короче, не пробивается. Что я уже только не делал. И ВДХ заливаю, и грел. И нифига, короче, ни в какую. То есть шприц вкручиваешь, шланг, начинаешь давить, она из-под резьбы, короче, выдавливается и все. Но туда не идет. Вот. Может быть, все-таки ВДшка туда проникнет, разъезд, погрел, нифига. ВДХ лил, тоже нифига. Не знаю, может быть, со временем. Так, ну этот верхний раз. Здесь нижний 2. Сейчас еще этот попробуем. И включимся. Так, ребят, слава богу, верхний продавил, видите? Вот, видите, вылезла старая. И ВДХ, видите, все-таки туда она просочилась. Вот, видите, прокачал, следол вылез. И вот, видите, сейчас капает. Ее выдавливают оттуда. И здесь то же самое вверх. Все вкрутил, все зашибись, продавил. Сейчас я, значит, еще крутну рулем, еще пару раз качну. И все, выкручиваю, вкручиваю масленки и перехожу на эту сторону, на ту. Все-таки надо попробовать продавить нижний корень, единственный. Ну а потом со временем, наверное, может быть, через недельку. Вот, завтра дожди уже передают. Ну вот после дождей я попробую все-таки еще раз залезть и еще раз продавить. Потому что она как бы, ну, вылезла, но я не думаю, что я полностью ее пробил. Ну, то есть полностью я имею в виду, что она в округа там помазалась. Это просто вот слабое место она нашла и выдавилась. Это мое такое мнение. Так что нужно будет еще повторить через недельку. Так, ребят, ну что? Короче, нифига не получается у меня пробить нижний вот этот шкворень. То есть я его пролил, все, зашибись, выдехай. А больше, ну, никак. Сейчас поясню. Вот смотрите, резьба. То есть она, блин, ну, фиговая. И она на конус идет. А это вот, что вырвал с того шланга, она вот такая, ну, нормальная, короче. И прямая, а не конусом. И вот в итоге начинаешь этот откручивать. Он или наперекосяк, или как, или начинаешь подтягивать, он просто вылетает. Вот и, короче, не получается. Или ждать другого шланга, когда механик привезет. Ну, а ждать уже времени нету. Надо ехать накидывать на пилорамы. Там у ребят уже кончается. Так что не успел я сегодня промазать все эти тормозные валы, трещотки. Сзади тоже хотел подтянуть, подвести. Это, наверное, будет уже в другой раз, ребят. Давайте еще разочек попробуем промазать. Или еще раз прольем и пойдемте заведем и посмотрим результат. Ну, я имею в виду руля, как он крутится. То есть на домкратах он крутился туго. Итак, ребят, переместился я за руль. Давайте попробуем, заведем. То есть напомню, что 3 пробил я из 4. Один проливается ВДшкой, то есть проливается, я его пролил, но не могу я крутить шланг, не пробивается. Итак, попробуем, заводим. Вот, ребят, видите? Все. Вот он так должен работать. Только не на домкратах. Все, отлично. А то даже на домкратах 2 руками я его поворачивал. Все, зашибись, ребят. Итак, ребят, все-таки нифига не получается у меня закрутить этот шланг. Из-за того, что, ну, я показывал, да, на нем резьба плохая. Но все равно 3 из 4 я пробил. Собрал я все шприцы. Смотрите, раз, два. И вон на лавке еще лежат 2, 4. 2 шланга лопнуло. Фиг знает, резьба плохая, короче, на том шланге, на 3 не вкручивается. Но все равно больше половины сделал. То есть механик приедет, привезет он все-таки шланги. И в следующий раз я все-таки, ну, залезу, закручу, когда будут повторные, ну, через недельки-полторы. И все-таки я его пробью. К тому времени как раз ВДХ, я думаю, отъест вот эту всю, который закоксовался солидол.
Ну а на сегодня, наверное, все. Сейчас я собираю инструмент. Все, и нам нужно ехать наложить на эстакады там ребятам. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, посоветуйте. Может быть, у вас есть какие варианты, как можно было проще и легче их пробить. Ну на сегодня все, ребят. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Удачи.